Привет, друзья! Добро пожаловать на канал Lost Solo, на котором я рассказываю о моем опыте использования портативных и не очень high-end и не очень аудиогаджетов. Продолжу рассказ о наушниках Light Harmonic Mera. За деталями, конечно, рекомендую обратиться к их обзору, вот ссылка. А сейчас я сразу же расскажу, почему они вполне уместны на этом канале. Вообще, конечно, надо понимать, что бюджетный звук сильно прибавил в цене. Сегодня говорить в превосходных тонах о наушниках за $30 бессмысленно. Они все на одном приличном уровне, звучат приемлемо, но без нюансов. Найти за эти деньги что-то, что будет иметь свой уникальный голос, довольно сложно. С другой стороны, тем, кому по большому счету все равно, этот звук закроет все вопросы. Но вот если хочется чего-то уникального и интересного, придется идти вверх по ценовой шкале, неизбежно. В мире много компаний, которые делают внутриканальные мониторы высочайшего уровня. Разумеется, все они звучат достойно, но дело в том, что ценовой барьер в $120, который еще недавно отделял просто приличные наушники от хороших, этот барьер, отодвинулся куда-то сильно выше 150, а то и ближе к $200. Есть еще потрясающе удачные модели вроде TRN-VX или Queen of Audio Vesper, которые звучат вообще не на свои деньги, но это уже редкость. Конечно, маркетинг тоже делает свое дело. Нам рассказывают о чуть ли не ручной сборке наушников где-то в Великобритании или США, но дело в том, что почти все из них делают в Китае. И если такие компании, как, например, Meze, никогда не скрывали этого факта, то другие, вроде той же Light Harmonic или Campfire, как-то избегают упоминания о китайских фабриках. Что довольно странно, ведь никого не смущает, что айфоны собирают в Китае. А мы знаем, что китайцы бывают довольно ушлыми, и то, что они производят, могут немножечко так умыкнуть, сделать немножечко лишнего в ночную смену и так далее. Особенно если контроль не так уж и силен. К чему я все это? А к тому, что Mera можно купить в Китае по цене даже меньше $100. И это будет не копия, не подделка, это те же наушники, только без фирменной коробки и без бумажек. Для кого-то эти бумажки очень важны как подтверждение аутентичности, а мне вот достаточно звука. Ну а хай-энд наушники за $100 не только уместны на этом канале, они обязаны здесь быть. И сегодня я хочу сравнить их звучание с такими же по конструкции, но намного более дешевыми наушниками. А конкретно с Kabir Diamond и Aibasa IT2.0. Разница в цене официально в 5 раз. Стоит ли это того или нет? Давайте посмотрим. Как всегда, один источник, одна музыка, разные наушники. Все в реальном времени. Линдси Стирлинг. Одноименный альбом. Kabir Diamond в принципе звучат неплохо. Бас немного ватный, но это надо вслушиваться. Середина чуть отодвинута назад. Высокие частоты слышно, но они не слишком детальные и не слишком прозрачные. Сцена приличной ширины. Но вот чего не хватает в звуке, это натуральности. Он немного пластиковый, как будто искусственный. Ну да, какому еще быть, это же не живое выступление, но мы знаем, что в записи звук частенько звучит получше, чем вживую. А вот в данном случае никакого вовлечения, просто воспроизведение. Aibasa IT2.0 привычно похрустывают мембранами при надевании, но сразу же звучат ярче, эмоциональнее. Бас более нагружен, энергичен, глубок. Средние беснуются где-то в воздухе, а высокие частоты как-то не слишком и отличаются от Diamond. Но звук в целом шире, жирнее и интереснее. Aibasa умеют делать красиво, хотя про натуральность стоит и забыть, зато вовлекающе и эмоционально. Mera сразу же цепляет упругим басом с каким-то запредельным количеством деталей. Слышно то, о чем в других наушниках даже не подозреваешь. Середина прозрачная, детальная, неимоверно широкая. Ну и высокие частоты, прозрачные, просто физически приятные. И это еще запись самой музыки была сделана без особых претензий. Разница по сравнению с дешевыми моделями просто огромна. Бельгийская группа Balthazar и их свежайший альбом Sand. Бас даже в Kabir Diamond звучит отлично. Увесисто, но как всегда без деталей, но красиво. Средние частоты и вокал немного приглушены, как сквозь ткань, что тоже в целом очень в стиле Diamond. И при этом они рисковаты, есть дискомфортные ощущения на перепонках. Ну а верхний диапазон как-то ничем не поражает совсем, но слушать можно. Aibasa сразу удивляют намного большей детальностью в районе саббаса и баса. Вокал становится ярким и четким, но при этом выразительным и музыкальным. В верхнечастотном диапазоне отличия невелики, на грани слышимости, но явно чуть детальнее.
А вот Мера сразу же привлекает внимание тем, что оказывается бас намного сложнее, чем казалось до этого. А вот вокал не столь эмоциональный, как у Айбасса, хотя опять-таки слышно намного больше звуков и всяческих призвуков. Ну и вдруг стало слышно, что в верхнем диапазоне тоже происходит очень много всего. Хотя в целом звучит не настолько драйвово, как у IT 2.0, те просто подбивают пританцовывать. Diamond просто где-то потерялись в процессе сравнения, увы. Ну и немного классики. Оскар Питерсон и бессмертный Night Train. Да, запись всем известна чуть ли не до ноты, но тем интереснее. Diamond довольно неплохо показывает контрабас, хотя и точно так же, как всегда, без особых деталей, хотя и слышно, как позванивают струны. Играют и все. Фортепиано как-то задвинуто на задний план, где-то там в глубине мягкой комнаты. Высокие же вообще невыразительны. Ну, Айбасса сразу же вываливают в уши мешок с подарками, то есть с эмоциями. Не понимая почему и как, но это просто источник улыбки, прям воочию вижу, как контрабасист танцует вокруг инструмента. Фортепиано становится ярким, на переднем плане перкуссия позванивает, совсем другие впечатления. В общем, если вам грустно, Айбасса поможет, гарантирую. Шутка, конечно, но где-то так и есть. Уже ясно, чего ждать от Мера. Контрабас, оказывается, не просто играет, там куча нюансов и деталей, а саббас глубок и красив. Средние частоты чуть менее эмоциональны, зато намного натуральнее, чем у Айбасса, ну и перкуссия звенит чисто и прозрачно, повисая отзвуками в воздухе. Очень красиво. Думаю, все понятно. Ну, впрочем, было понятно и до этого, конечно. Для меня вопрос был в том, насколько велика разница. Стоит ли отложить деньги сейчас и купить наушники повыше классом? И есть ли смысл совершать прыжок веры и перейти на следующую ступень эволюции, как меломана и аудиофила? Ответ лично для себя я получил. Не просто стоит, это неизбежно. Это совсем иное ощущение от музыки. Да, всегда есть исключения, тот же неизбежный TRN VX, ну пойди найди их еще. Правда, тут еще дело в том, что VX гибриды, а у гибридов намного больше вариаций звука, поэтому даже недорогие модели могут преподнести что-то необычное и новое, что увлечет, понравится и заставит оставить наушники в постоянной ротации. Что касается Мера, то за $100 это просто чудо и находка. Жаль только, что от наплыва желающих магазин могут и прикрыть, но у меня они уже есть, так что не страшно. Как всегда, это исключительно мои личные впечатления и мои мысли. У вас вполне может быть другое восприятие, и это совершенно нормально. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, не болейте и слушайте хорошую музыку. Плейлист, как всегда, в описании. Напоминаю, что плейлисты периодически пополняются. И да, на нашем телеграм-канале собралась приятная компания увлеченных людей, бывают интересные беседы. Заглядывайте. На этом все. Пока.